Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких замечательных ботиночек. Я думаю, что они прекрасят любую ножку и будут удобными и тепленькими сейчас приближающееся осеннее время. Мы с вами будем вязать их от начала до конца. Я покажу, это довольно просто все. И хочу напомнить вам, друзья, что все видео и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. Я делюсь с вами своим опытом и хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную эксклюзивную обувь. Если сейчас вы смотрите это видео без подписки, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал. Просто нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. Вы никогда ничего не пропустите и всегда будете первыми получать уведомления о всех новых видео на моем канале. Ну а мы с вами начинаем, приступаем к вязанию этих ботиночек. Сначала подошва. Я вот взяла вот такую подошву. Здесь очень хорошая такая стелечка плотная, готовые уже отверстия. Подошву можно использовать абсолютно любую под эти ботиночки, такую, какая вам нравится. Пряжа Melissa Sweet, 75 грамм, 168 метров, 100% акрил. Очень красивый цвет, невероятный. Ну и крючок я буду использовать 3 миллиметра. Первый ряд установочный, начинаем обвязку подошвы, и вот здесь вот где-то с середины пятки я начну обвязывать столбиками без накидов. В каждое отверстие 3 столбика без накида. В первое отверстие вяжу 1 столбик, и потом в конце ряда я довяжу еще 2 недостающих столбика. Все по кругу, столбики без накидов, каждое отверстие по 3. Вы часто очень спрашиваете меня, где взять подошву, где купить пряжу, где я беру инструменты. Поэтому под видео я размещу ссылочки на видео, в которых я записывала ответы на эти ваши вопросы. Просмотрите, и вы будете знать, где я что покупаю. Вот таким образом по 3 столбика в каждое отверстие довязываем до конца ряда по кругу. И в конце ряда я покажу, как я этот ряд завершаю. Вот так мы дошли до конца. Здесь последнее отверстие я провязываю 3 столбика без накида. Теперь в первое отверстие, где у нас был 1 столбик, провязываю 2 столбика дополнительно. И в первую петлю предыдущего ряда провязываю соединительный столбик. Дальше воздушная петля подъема. И в каждую петельку столбик без накида вяжем следующий ряд. Вот так провязываем столбики без накида до конца ряда. В конце ряда довязываем столбики без накида и в первую петлю предыдущего ряда провязываем соединительный столбик.
воздушная петля подъема. И теперь на противоположной стороне отмеряем, находим петлю параллельную этой, до которой мы сейчас будем вязать. Начинаем с вывязывания пятки, следующий ряд, поэтому отмечаем на той стороне маркером последнюю петлю этого ряда. Проверяем, чтобы было ровненько. Можно по количеству петель найти противоположную петлю, можно по рисунку на подошве. У меня вот тут на подошве рисунок такой сотый, очень хорошо по нему видно, где на противоположной стороне будет петля. Следующий ряд будем вязать узором. Первая петля у нас вот воздушная, дальше мы опускаемся на ряд ниже, провязываем длинный столбик, потом из петли предыдущего ряда провязываем в первый ряд столбик без накида, затем опускаемся на ряд ниже и так чередуем длинный столбик, короткий столбик из петли предыдущего ряда, из петли на ряд ниже. Вот так чередуем вот длинный столбик из петли на ряд ниже короткий, длинный, короткий. И провязываем до маркера на той стороне. В конце ряда здесь провязываем вот оставшийся короткий столбик, затем длинный столбик, снова короткий столбик из петли предыдущего ряда, затем снимаем петлю с маркера на крючок и вместе с ней провязываем длинный столбик. Теперь еще один короткий столбик и еще один длинный столбик. И вот теперь мы вот эту последнюю петлю снова переносим на маркер. То есть у нас получилось 3 дополнительных столбика. И возвращаем нить в начало ряда на ту сторону пятки. Здесь от первой петли вперед отступаем 3 петли и начинаем в третью вязать короткий столбик. Вот у нас была первая петля, теперь вперед 3 петли, в третью петлю начинаем вязать ряд. Короткий столбик, следующий длинный столбик, теперь снова короткий столбик, длинный столбик, опускаемся на ряд ниже. И тут уже дальше видно вот длинный столбик, над ним короткий. Где короткий столбик, над ним будет длинный. То есть у нас получится тот же самый узор, только в шахматном порядке. Над длинными столбиками вяжем короткие, над короткими вяжем длинные.
Здесь хорошо видно, вот длинный над ним короткий. Между длинными есть вот тут дырочка, сюда в отверстие длинный вяжем. И потом продолжаем над длинным короткий, над коротким длинный столбик. Вот очень хорошо видно, четко в шахматном порядке у нас располагаются длинные короткие столбики. Довязываем до маркера, до конца ряда. В конце ряда здесь у нас вот сейчас будет длинный столбик. Затем последний короткий столбик провяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Дальше добавляем 3 столбика: длинный, короткий и длинный. Последнюю петлю эту переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Дальше точно так же от первой петли вперед отступаем 3 петли, в третью начинаем вязать столбики: короткий, длинный, короткий, потом по рисунку в шахматном порядке. Дорогие друзья, обязательно напишите пару слов в комментариях. Я буду вам очень благодарна за ваши отзывы. Ваше мнение очень важно для меня. Я буду рада всем вашим вопросам. Я стараюсь максимально быстро на них отвечать. Ваши лайки, ваши комментарии очень меня воодушевляют и помогают моему каналу в развитии. На моем канале вы найдете десятки бесплатных мастер-классов с моделями на любой вкус. Переходите в раздел «Плейлисты». И там вы можете найти все, что ваша душа пожелает. А я буду продолжать делиться с вами новинками и своими секретами. Доходим до маркера на другой стороне пятки. Последний столбик провязываем вместе с петлей на маркере. И вперед еще 3 петли провязываем. То есть 3 столбика без накида. Последнюю петлю перенесем на маркер, нить вернем в начало ряда и продолжаем также дальше на необходимую высоту пятки. Отступаем 3 петли, с 3 петли начинаем столбики вязать, потом в шахматном порядке по узору и вяжем так до тех пор, пока мы не дойдем вот сюда где-то до середины переда. В общем, двигаемся и посмотрим, какая у нас будет высота пятки необходимая. Вот так у меня получилась пяточка. Всего я от первого ряда вверх провязала 12 рядов. И теперь я вот эту петлю, что на маркер переставила, я ее переставляю снова на крючок. Я не буду возвращать уже нить, а мы будем продолжать вязать по переду.
тем же самым узором, который у нас на пятке, чередование длинных и коротких столбиков, и вяжем теперь по кругу еще 4 или 5 рядов, в зависимости от того, какая высота подъема, какая ширина ножки у вас. Вот так вяжем по узору, доходим до второй стороны, дальше вяжем по узору и провязываем несколько рядов. Вот я провязала 4 ряда, мне этого достаточно, подъем небольшой, ножка худенькая. Вот, и дохожу до конца ряда, здесь вот до боковой части, и заканчиваю ряд соединительным столбиком. Вяжем пару соединительных столбиков и нить обрезаем. Конец нити, который мы обрезали, нужно вывести на изнаночную сторону и спрятать в вязание. Теперь вот здесь я наметила центральную петлю. Найдите центр вот этого переда, и от центральной петли уже начинаем отсчет вправо. Отсчитываем 5 петель. Из пятой петли начинаем ряд. Первый ряд вяжем столбики без накида, 5 петель до маркера, петля, которая у нас, на которой маркер, и 5 петель после маркера. Провязываем всего 11 петель. Вяжем столбиками без накида, 11 столбиков без накида. Последнюю петлю переставляем на маркер, нить возвращаем в начало ряда, начинаем следующий ряд. В начале ряда вперед одну петлю пропускаем и со второй петли начинаем вязать ряд. Столбик без накида, затем делаем накид и вяжем столбики с одним накидом весь ряд до маркера.
Последний столбик провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Дальше одну петлю пропускаем и последнюю вяжем в следующую столбик без накида. Теперь эту петлю переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Одну петлю вперед пропускаем, во вторую столбик без накида. И дальше над каждым столбиком с одним накидом вяжем столбик с одним накидом до конца ряда, до маркера. Последний столбик с одним накидом провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Одну петлю пропускаем, во вторую столбик без накида. Петлю снова переносим на маркер, эту последнюю. Нить возвращаем в начало ряда. И провязываем еще 2 таких ряда. Вот провязали мы 4 ряда столбиками с одним накидом. Теперь нить возвращаем в начало ряда. 2 петли пропускаем в третью, начинаем вязать. Вяжем столбик без накида. Затем от этого столбика пропускаем 3 петли, 2 по боковой части и 1 петля по переду. И в третью, в четвертую петлю от крючка вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Первый столбик, теперь сюда же в эту петлю второй столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли. И снова в эту же петлю еще 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. 3 петли пропускаем, в четвертую 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Одна воздушная петля, 3 петли пропускаем, в четвертую 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом.
1 воздушная петля. И теперь у нас будет последний такой вот веерочек из 1 петли. 3 петли пропустим, в 4-ю опять в 1 петлю провяжем 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с 1 накидом. Четвертый последний столбик с 1 накидом провяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Заканчиваем ряд, пропускаем на боковой части 2 петли и в 3-ю столбик без накида. Теперь разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем по изнаночной стороне столбики без накида. Под каждую воздушную петлю вяжем столбик без накида, под каждые 2 воздушных петли вяжем 2 столбика без накида. И над столбиками с 1 накидом также вяжем столбики без накида. То есть весь ряд провязываем столбиками без накида. В конце ряда привязываемся к боковой части соединительным столбиком, затем провязываем еще 2 соединительных столбика, всего получается 3 соединительных столбика, и разворачиваемся на лицевую сторону. Теперь вяжем по узору. Здесь будет легко. Вот между столбиками с 1 накидом, вот сюда в эту арочку вяжем 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с 1 накидом. Затем 1 воздушная петля и под следующую арочку вяжем 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с 1 накидом. Снова 1 воздушная петля, под следующую арочку то же самое. 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с 1 накидом. И вот так мы будем вязать дальше. Изнаночный ряд у нас будут все столбики без накида.
Лицевой по узору под каждую арочку, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, между ними 1 воздушная петля. Никаких прибавлений делать не будем, потому что у нас боковая часть идет на возвышение. Носочек вяжем прямо, а затем пошло возвышение, и нам не нужны никакие прибавления, как раз это будет на подъем. В конце каждого ряда пропускаем по боковой части 2 петли, в третью вяжем столбик без накида, затем еще соединительный столбик, разворачиваемся на изнаночную сторону и провязываем весь ряд столбики без накида. Продолжаем вязать, повторять эти 2 ряда, лицевой и изнаночный, до самого верха, почти до пятки. Вот мы теперь провязали уже часть переда. Здесь я провязала 8 рядов узором. Первые у меня были ряд столбики без накида, потом 4 ряда были столбики с одним накидом, дальше вот 8 рядов узором. Теперь надо примерить, я положу сейчас стельку, уже можно ее положить, и примерить, на этом моменте примерите на ножку, проверьте подъемчик. Вот я смотрю, тут подъем, я думаю, что тут надо увеличить слегка подъем и добавить несколько петель. Сейчас я покажу, как я это сделаю. Да, подъем пошел наверх. Вот здесь надо будет увеличить. Я сейчас буду довязывать дополнительные столбики. Вот сюда под первую арочку я сейчас провяжу 2 столбика с одним накидом. Затем 1 воздушная петля и далее по узору в каждую арочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петли, 2 столбика с одним накидом. В конце ряда я сделаю то же самое, провяжу 2 дополнительных столбика с одним накидом под последнюю арку.
Вот здесь одна воздушная петля и под последнюю арочку 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и на боковой части 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида, затем соединительный столбик и изнаночный ряд, столбики без накида. И вот теперь в следующем ряду, вот где у нас 2 столбика с одним накидом, ввязываем здесь узор. Между этими столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Вот таким образом у нас добавляется еще одна часть этого рисунка. То есть мы еще один веерок добавляем с одной стороны и то же самое делаем в конце ряда. Там, где у нас 2 столбика, между ними провяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Весь остальной ряд по рисунку. Вот доходим до конца ряда, здесь то же самое. Вот между этими двумя столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И вот здесь мы уже, наверное, ряд заканчивать не будем. Сейчас надо будет примерить. Нам надо, чтобы ножка хорошо входила. Здесь у нас ни застежек, ничего не будет. Здесь будет у нас завязка. И мы сейчас посмотрим. Наверняка этого будет достаточно для подъема. Больше уже мы не будем возвращаться в ряд. Да. Хорошо вот тут на ножке, ножка будет проходить хорошо, поэтому здесь мы будем сейчас просто продолжать уже вязать по кругу. Теперь пропускаем 3 петли в четвертую, в одну петлю вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и точно так же 3 петли пропускаем в четвертую, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом и продолжаем вязать по кругу уже по рисунку.
Вот здесь в конце ряда 3 петли пропускаем в четвертую, последний узор вяжем. Если у вас тут останется 2 петли, не страшно, сделайте 2 петли пропуск, но главное, чтобы в последнюю петлю получился последний узор. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И дальше продолжаем по узору, по кругу. Вот так как мы вязали, теперь просто ровно по кругу вяжем наверх. Вот я провязала наверх 6 рядов. Теперь мы ищем, где у нас заканчивается ряд. По количеству рядов вы легко его найдете. По узору считаете, где у нас последний. Вот этот будет узор, фрагмент узора. И мы сейчас закончим ряд. Вот провязываю последний фрагмент, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Теперь в следующую варочку, это у нас первый вот этот ряд арочек, провязываем столбик без накида. Воздушную петлю подъема и разворачиваемся на изнаночную сторону. Теперь идем этим же самым узором, только по изнаночной стороне, потому что здесь у нас будет загиб, а нам нужна на лицо лицевая сторона. Поэтому здесь вяжем тот же самый узор, только в обратном порядке. С изнаночных рядов будет у нас лицевые ряды. Также вяжем в каждую арочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Затем воздушная петля и снова 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Повторяем по кругу точно так же, как мы вязали лицевые ряды. Теперь вяжем на изнаночных рядах лицевые ряды. Получается вязание уже в обратном порядке.
Вот так у нас получается. По лицевой стороне узор провязала 6 рядов, по изнаночной стороне лицевые ряды провязала 7 рядов. Вот получилось так. Место загиба видно, где у нас будет. И теперь мы заканчиваем ряд, сделаем обвязку, и все, у нас в принципе ботиночек будет готов. Смотрим, где у нас кончается ряд, довязываем еще часть узора. Теперь сюда вяжем в первый узор, вяжем столбик без накида, воздушную петлю подъема и дальше обвязка. Обвязку делаю полустолбиками, накид беру снизу вот так на крючок. Вот я показываю, как делаю: снизу накид и потом полустолбик, снизу накид и полустолбик. Весь ряд вот таким образом я обвязываю полустолбиками. Здесь уже не принципиально, вы можете обвязать просто столбиками без накида, как вам нравится. Можно сделать обвязку рачьим шагом, то есть тут уже дело и желание каждого. Заканчиваем ряд соединительным столбиком, нить обрезаем, конец нити прячем в вязание. Ну вот теперь наш ботиночек почти готов. Остался последний штрих, это нужно сделать завязку. Завязку можно использовать какую-то ленту. Я свяжу такой ремешок небольшой, и надо будет поставить во внутреннюю часть эту завязку, и она будет держать ботиночек на ноге очень плотно. Вот я связала такую ленту, это просто цепочка из воздушных петель и один ряд столбики с одним накидом. Можно просто цепочку из воздушных петель, можно ленту взять, вставила вот сюда вот во внутреннюю часть этого ботиночка и затем протянула вот сюда вот эти вот концы этой завязки через часть, которую мы загибаем. Наружу сюда вытягиваю, чтобы завязать их, и все. И в принципе у нас уже изделие полностью готово. Вот, думаю, что вот это и все. Вы можете тут сделать другое что-то, ленту, может, какую-нибудь, или завязку другую, или шнурок готовый взять. В принципе, тут уже как хотите. Но мне нравится вот так. Ну что ж, наши ботиночки готовы. Теперь мы можем не только ими любоваться, но еще и удобно себя в них чувствовать.
Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Это поможет мне в продвижении этого видео, чтобы оно попало в рекомендованные и было в тренде на YouTube. Для меня очень важно, чтобы вы поделились этим видео в своих социальных сетях, группах, пабликах, мессенджерах со своими знакомыми, для того, чтобы максимально распространить это видео. Нажмите под видео кнопочку «Поделиться» прямо сейчас, для того, чтобы охватить как можно больше людей. Это очень поможет мне в продвижении моего канала. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Я всегда искренне рада общению и постараюсь быть максимально полезной для вас. Давайте учиться вязать вместе и дарить близким тепло наших рук. Ровных и красивых вам петелек. До новых встреч!